Друзья, всем привет, с вами снова Сашка Япончик, и сегодня мы немножко поработаем. Сегодня я еду в город Таруми. Он находится 120 км от нас, вот ехать где-то часа 2,5, вот Япония, видите, в общем совсем чуть-чуть. Сколько там по загрузке, я не знаю, сейчас 5:35 утра, мне туда на 9 утра, я немножко даже раньше выехал. Еще мне поменяли моего диспетчера, то есть по рации поменяли диспетчера, и поэтому поменяли машину. Тут тоже, конечно, интересно, короче, из-за того, что поменяли рацию, поменяли машину, потому что на машине очень много надписей, практически все надписи связаны именно с диспетчером. И так как мне поменяли диспетчера, поменяли, короче, машину. Эта машина поновее, 272 тысячи пробег на ней. На той было 500, около 500. На этой 272, она 18 года, на той было 14, то есть это поновее просто машина. В принципе, точно такая же. Здесь 450 лошадей, а на той было, по-моему, 410, точно не помню. А так и все тоже. Коробка автомат, тоже немножко подтупливает. Так, в принципе, все. Тахограф точно такой же, как и был на диске. У нас в нашей фирме такие тахографы. Это не значит, что во всей Японии такие тахографы. Япония большая страна, очень много предприятий. И, в принципе, вы могли увидеть мои предыдущие работы. Там нормальный, другой тахограф был. Вот на предыдущей, там, где на грузовике, там вообще со смартфона был. Он подключен смартфон к тахографу, и там со смартфона надо все нажимать, короче. А здесь старого образца, причем в нашей фирме у всех старого образца. На других фирмах там нового. То есть везде по-разному. Это зависит от предприятий. Все равно это никто не проверяет практически. Вот так, чтобы кто-то останавливал, полиция останавливала и проверяла, да. То есть такого нету вообще. От слова вообще. Сейчас мне надо прицепить прицеп, и мы поедем сразу же. Единственный минус у этого диспетчера, значит, сразу расскажу, что здесь у нас нету расписания. Если там было расписание, и мне диспетчер по рации говорил расписание, какой номер в расписании, то здесь вообще его нету, этого расписания. Также нету чата, нету, то есть с телефона я не могу связаться, то есть позвонить только могу напрямик, и все. А так связаться, то есть в чате там что-то выслать, какие-то картинки, как у нас до этого было, да, там, когда какие-то проблемы в терминале, я должен сфоткать, все там выслать. Здесь этого нету, я все объясняю по рации. Это немножко напряжно, честно говоря, потому что у этого диспетчера тоже, то есть много там водителей, не знаю сколько точно, и иногда нужно ждать, пока он там со всеми переговорит. Я не знаю почему, нету чата, нету. То есть это если там конкретно какие-то проблемы, уже должен звонить. А так все по рации. И также он мне иногда диктует адрес по рации. Вот это тоже, ты можешь что-то не расслышать, можешь перепутать адрес из-за этого. В общем, такое. Немножко сложновато. Не то, что сложновато, но напряжно просто, понимаете, да, что надо вот это по рации все это говорить. Поехали. Так, с самого начала у нас, значит, номер 1 2720 прицеп, этот контейнер. Где у нас первый? Ой. И где наш контейнер? У нас точно 2720? А, вон он. Что-то он на 6-м номере. А, да, все правильно. 2720. Все, это наш клиент.
У этого диспетчера всегда документы вот в такой коробочке. Немножко отличается от предыдущего. Так, Токушима. Всего лишь 9 тонн контейнер. Не тяжелый. Все, в общем-то, прицепился, поехали. Сразу скажу, ехать я буду по бесплатной дороге, но там есть 2 моста, которые нужно пересечь. И они платные, только вот они платные, остальное я буду спускаться и ехать по бесплатной дороге. А эти 2 моста, там плата идет 2200 йен, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, с фуры. Там, то есть у нас вообще платные дороги, они там фура, там, либо легковая машина, либо кеньо, вот это кейкары. У всех разные цены. Фура и также грузовик, это тоже разные цены. И тоже еще зависит от осей на прицепе. Как они там считают, я точно не знаю, но в общем я знаю, что цены разные для каждого вида транспорта. В общем, поехали. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, 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 still go, go, still go. Все, ребят, я приехал. Мне вот сюда вот, а точнее задом надо вот туда заехать. К той вон платформе самой дальней. Наверное, задом буду с дороги заезжать. Потому что здесь, в принципе, можно развернуться и потом задом. Но мне кажется, проще с дороги, тем более эта дорога такая тупиковая и тут мало машин. Поэтому буду с дороги заезжать задом. У меня еще 15 минут есть времени, немножко посижу и буду заезжать.
надеюсь, это наша платформа. Вообще не уверен. Должны кто-то подойти. Мне на 9, сейчас без 5-9. Будем ждать. Вон, грузчики подтягиваются. Или грузчица, женщина вроде. На Цельсиоре. Все, стал на разгрузку. Дождь очень серьезный вообще начался. Посмотрите. Посмотрите на этот дождь. Короче, разгрузка будет часа 1,5-2, сказали. Немножко посижу, отдохну, так сказать, и поедем обратно, в общем. Закончили они разгрузку. Позвал меня там этот грузчик, говорит, надо... Их всего 2 было, значит, грузчиков. Надо, говорит, чтобы ты проверил контейнер. Ну, такое бывает у нас, когда... Иногда это только редко, когда они заканчивают разгрузку. Водитель, типа, должен проверить контейнер, посмотреть, чистый ли он внутри или нет. Ну, это не всегда, опять же, это там процентов, наверное, 5 из 100, когда водитель должен проверить. Ну и вот он меня позвал, типа, проверь контейнер, значит, я захожу, контейнер внутри в каком-то мазуте грязный. Я такой, о, а это что за фигня? Выхожу сказать грузчику, а там ни души вообще. Все закрыто уже. То есть он меня позвал, иди посмотри, я залез в контейнер, выхожу с него, а там никого вообще. Вообще ноль, никого нету. Но я на всякий случай пофоткал. Я там попробовал позвать кого-то, то есть уже все закрыто, все платформы, все. Я не знаю, куда идти. Короче, офиса тут нету, здесь просто склады, вот так они выглядят. Короче, на других складах там другие грузчики, то есть они вообще не относятся друг к другу. Ну и я просто пофоткал, значит, и в случае чего, если вдруг что, значит, я покажу фотографии, что вот. Так оно и было, значит. В общем, посмотрим, поехали. Не знаю, что это за акция. Вон справа, видите, люди стоят с табличками. Но там написано, на табличках написано: пристегните, пожалуйста, ремни безопасности. Даже вот вижу, полицейский среди них стоит. А вот кто-то их фотографирует. Уже Mazda, проехали только что Toyota. Mazda, кто-то машину покупает, сидит, ждет. Причем сразу же видим Subaru автосалон и дальше Nissan. Как все рядом. Прям выбор большой, да, сразу выбираешься. Вот, смотрите, Subaru. Да, какой-то маленький такой салончик. Почему-то я тут Субарей не вижу вообще. Резину продает Йокогама. Nissan. О, дальше вижу Сузуки. За Nissan. Nissan, что у нас тут на продаже? Это, наверное, на сервис похоже больше. Ну и салон небольшой. Сузуки. Тоже, скорее всего, сервис. Похоже на сервис. Дальше опять Toyota, Subaru. Все это на одной улице, смотрите. Toyopet это Toyota, это филиал Toyota. Toyopet.
Corvette, вон они, Prius'ы, что там, Noah, сразу же Subaru здесь. Это, наверное, какие-то, нет, на продаже стоят машины. Не только сервис. Я сейчас хотел сказать, что только сервис, не, на продаже тоже стоят. Хочу остановиться где-то покушать. У меня с собой еды нету. Где-то купить, покушать. Но что-то тут кафешки есть, места нету. Либо наоборот, места есть, кафешек нету. Сейчас посмотрим. Только что проехал просто кафешки, и там негде было остановиться. И единственная кафешка, где можно было остановиться, там место там оно закрыто. Место было, да, но закрыто. Будем искать, где можно кинуть кости. Это, кстати, остров Аваджи называется. И здесь очень много пальм. Вот мы можем увидеть. Сейчас вот справа. Они везде тут практически. Пальмы, пальмы. Мне вот нравятся дома здесь, прямо на берегу моря. Дома вообще классно. Единственное, что опасно, конечно, если цунами какой-то, то они тут все страдают, скорее всего. А вообще так красиво здесь. Слева школа какая-то. Вот перед нами Акаши Бридж называется. Мост, который ведет с Кобе, с города Кобе, на остров Аваджи. Сейчас мы будем его пересекать. Вот, видите? Здесь моя эта говорилка, слышите, да, говорит, перечисляет, где в Кобе заторы на дорогах, пробки. И вот я так понял, что много где. Также вот здесь тоже пробки, видите? И расписано, сколько минут до какой остановки ехать. До какого съезда, точнее. Тоже очень удобно. Иногда смотришь, понимаешь, там пробка, можешь объехать где-то. Вот оно, Кобе. В той стороне виднеется Осака, но далеко. Еле-еле видно Осаку. А вот это все, это Кобе, ребят. Ну, там уже идет Хьёго, префектура целая. Там, то есть, Химэджи дальше там. Какогава, Химэджи. С этой стороны Кобе. Пароходы проходят под мостом. Видите, тут их много. Вон они там тоже. Вот опять она начала говорить. Опять начала перечислять. Немножко напрягает вот эта вот говорилка. Она бывает говорит без остановки. И невозможно выключить ее. Все застроено, да? Смотрите, везде просто. Везде застроено.
здесь Акаши пляж. Вот справа. Выходной день, здесь людей много. Хотя сейчас вроде еще вода холодная. Вот совсем скоро будет много людей. У нас вода теплая в конце лета аж. Ну, метро слева едет. Все, не увидим. И все, и дальше идет длинный тоннель. Это уже в город идет. Фары включить. С этим что делать? Обгонять его, да? Потому что мне надо после туннеля сразу же съезд. Надо съезжать с дороги. Поэтому нужен левый ряд. В туннеле в этом на легковой, когда едешь, можно поднадавить. Здесь не камер. Камер вообще мало у нас в городе, вообще в Японии. Камер по поводу камеры именно, которые фиксируют нарушения. Так-то камер много. И можно поднадавить, потому что полицейские не могут стоять с радаром. Единственное, что они могут ехать на такой машине неприметной типа. Обычно это Toyota Crown черного цвета. И типа прячутся, но на самом деле их видно издалека, потому что на этом крауне, как правило, какая-то одна или больше длинная антенна, и у них есть дополнительные зеркала, ну то есть видно вообще. Вот я понимаю, что возможно это типа полицейские, они без мигалки, ну точнее там есть мигалка, она установлена под задним стеклом. Но в принципе видно. И они еще сидят в шлемах. Внутри машины они сидят в шлемах, полицейские. И вот они ловят именно на скорость. А мне, кстати, надо вызывать по рации моего этого туроператора. У меня тут проводов, блин, наколхожено. Рация не ловит здесь. Связи нету. Вот, здесь рация совершенно другая. Здесь самая простая рация. Не такая, как на карточке, как у меня до этого была на предыдущей машине. Поменял же диспетчера, и рация другая, то есть и вот она не ловит. И вообще я не понимаю, почему у них здесь нету чата какого-то. Должен же быть чат какой-то. Ничего нету. Только рация и все. Блин, попался пенсионер. Вот смотрите, видите значок сзади? Такой вот, лепестки такие. Сейчас выйдем на свет, будет лучше видно. Это означает, что старше 70 лет за рулем пенсионеру. И вот он то быстро едет, то очень медленно. В общем, он иногда, я так понял, нажимает на педаль и потом отпускает, и машина просто катится там, пока чуть ли не остановится, потом он опять нажимает на педаль. Ну вот в таком режиме он едет. Вот сейчас придавил чуть-чуть. Пенсионеры, конечно, в Японии их очень много за рулем, и они самые такие опасные водители вообще считаются, потому что, ну,
они все, что хочешь, могут вытворить. О, появилась связь. Охайо гозаймасу. Рокуджуго кара даём дозу. Ответа нет. Ни ответа, ни привета. Обязательно остановка. О, вызывает. Охайо гозаймасу. Акаши кайкё десу. Дозу. Sumimasen. Hachiji Yonjugo pun chaku desu. Shipatsu Juji Nijugo pun desu. Dozo. 了解です。先客はコースの13カメ組ですね。はい、了解です。Все, поговорил с ним. И, кстати, так и не кушал. Остановился на светофоре. Можно разглядеть, из чего сделаны знаки. Смотрите, кто-то пририсовал по глазам. Знак просто очень рядом, видите? Рукой он протянул. Он здесь. Видно, да? Кстати, знак означает, что запрещено переходить дорогу. Вот, скорее всего, от этого перекрестка, потому что здесь уже есть пешеходный. От перекрестка, ну и в ту сторону, да, там, то есть. А вон пароход стоит, сейчас будем мимо него проезжать. Это Diamond Princess. Это именно тот пароход, на котором я с Ёшкой познакомился со своей женой. Вон он вдалеке стоит. Сейчас будем рядом проезжать. Я не знаю, будет ли его видно оттуда или нет, где мы сейчас будем ехать. Ну вот отсюда, я думаю, его видно. Сейчас. Вот за этим зданием, вон он стоит здоровый такой. Diamond Princess. Сейчас будем прямо рядышком проезжать. Когда-то я на этом судне еще с Ёшкой, вот когда мы уже встречались, и мы заходили в этот порт Кобе и шли гулять с ней в город Кобе. Я тогда этот город вообще не знал, куда ее везти. Вот, и вот так вот мы с ней гуляли, с ней и там еще с моими земляками, с которыми я работал на пароходе. Ну и еще японки там были, девочки, Ёшкины подруги. И мы вечером, я помню, по этому мосту гуляли. В общем, такие теплые воспоминания у меня с этим пароходом. Все, ребят, подъехал к комбине. Сейчас пойду куплю что-то покушать. Обед какой-то куплю себе. Так, ну что, ребят, вот купил обед. Курица жареная, рис, капуста, значит, нарезанная. И все, и майонез. И имбирь. Вот такой обед стоит 600 йен. 600 с копейками. Все, приятного аппетита, буду кушать. Немножко отдохну и поедем дальше. Я уже почти подъехал в порт. Мне надо выгрузить контейнер, сдать в порт.
И дальше буду связываться со своим диспетчером. Поехали. Ребят, подъехал в терминал, стал в очередь. Передо мной несколько всего лишь машин. Сейчас быстренько отцеплю контейнер, сдам контейнер в порт. И будем вызывать оператора. Проверили мой контейнер. Нужно сдать его, значит, F11 место. F это ряд, там A, B, C, D, E, F, G, то есть по алфавиту по-английскому. Вот мне на F11. Где у нас этот F? На асфальте все написано. Вот. Как раз сюда и надо. Выгрузили, будем вызывать диспетчера. Рокуджуго Кара, Дайон Дозо. Не отвечает. Пото Джусан Орите Йон Мару Йон Рокудес. Все, сказал. На парковке, значит, отцепить прицеп, сказал. Здесь что такое? Полосу перекрыли. Люк открывали. Понятно. Я думал, уж что-то случилось. Сказал ехать на другую парковку за другим прицепом. Ну и он мне скажет, за каким именно, когда я приеду туда. Поехали. Алюминий везет. Затарился кто-то алюминием. А вот он мой пароход, кстати. Вот он, красавчик какой. Вон, смотрите, опять, да, мусорка, мусоровозка. Они действительно все чистые, ребят. Смотрите, вот пример. Без подготовки. Сказал, значит, прицепить прицеп и выгрузить его, сдать его в порт. Полный контейнер сдать в порт. Поехали. Хачироку на Нароку. Да, оно. Вот этот оранжевый. Так, забрал документы. Быстренько колеса проверим. И поехали. Вот видите, припарковался прям вот, еще и ударил, наверное, этот прицеп кто-то. А иногда пломбу цепляют вот там внизу, и можно так сорвать пломбу. Такие случаи иногда бывают у нас.
Поехали. Вот, пожалуйста, не успел заснять. Тип только что парковался и ударил задний контейнер тоже. Вот прямо передо мной. Причем нормально так ударил. Все, приехал в терминал сдавать контейнер. Здесь очередь большая. Сейчас 3:30 дня. И не знаю, это возможно на час, может даже больше эта очередь. Буду стоять, посмотрю какой-то фильм, буду ждать. Прошло 1,5 часа, и это я только подъехал к терминалу. Сейчас заеду в терминал, может быть в терминале внутри тоже там будет очередь. Возможно. Сейчас посмотрим. Место сдачи CN07. Поехали. Сдал контейнер. Сейчас выйду из терминала и буду вызывать опять своего этого диспетчера. Скорее всего закончил, потому что уже 5 часов. Базочка, это Сашка Япончик. Шучу, конечно. Року Джуго Кара, дай он дозу. Джу Року Орите Йон Мару Йон Нанадес. Все, сказал отцепить контейнер. Скорее всего закончил. Поехали. Ой, в смысле не контейнер сказал отцепить, а прицеп. Пустой прицеп. Поехали. Полицейские кого-то поставили. Здесь перекресток большой. Скорее всего на светофоре поставили. Идут разборки. Разборки в маленьком Токио. Япона, мать! Ты что меня остановил? Приехал на парковочку, вот наш тоже водитель ставит, а я прям рядом с ним буду ставить прицеп. Рёкайдес, аригато гузамас, вот скорее самодешта. Все, ребят, я закончил. Сейчас пару слов перекинусь. Вон с кентом он меня ждет. Все. А что, Теджи здесь? Поговорил с ним. Он завтра едет немножко далеко. Ну как, блин, 300 км от города. Мне рассказывал, он рассказал как раз, что есть, ну, появилось, не то, что появилось, новое правило у нас, значит, в нашей фирме, там не проезжать там по одной дороге. Потому что там недавно была какая-то авария, и типа наше начальство посчитало, что это опасно там ездить. И вот он мне говорит, ты слышал такую фигню, типа, ну, типа, начальник мне еще об этом скажет. Ну, вот, тип меня заранее предупредил, говорит, что вот там такой-то участок дороги, теперь нам нельзя там ездить уже. Вот. Ну, в общем-то, ребят, вы сегодня отработали опять со мной целый день. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Пишите комментарии, я всегда на связи. Всего доброго, всем пока, ребят. Пока-пока.